Здравствуйте, дорогие зрители! Меня зовут Саша, на этом канале делюсь вкусными и полезными рецептами. Сегодня приготовим классический чизкейк. Самый простой и обычный, без всяких изысков. Это базовый рецепт, вы можете разнообразить его и подстроить под свой вкус. Его можно сделать менее калорийным, сделав более тонкую или другую основу и облегчив творожный слой. Я же сегодня сделаю максимально вкусный праздничный вариант, который должен понравиться большинству. Чизкейк получится очень нежным, вкусным и сытным, а затраты нашего времени на приготовление будут минимальны. Он отлично подойдет для ежедневного чаепития, им можно заменить полноценный прием пищи, взять с собой в гости или же приготовить на праздничный стол. Давайте приступим. Для основы чизкейка нам понадобится печенье. Вы можете взять уже готовое, приготовить свое любимое печенье, в том числе можно попробовать приготовить не на песочной, а на бисквитной основе. Или же сделать его по рецептам с моего канала. Например, из цельнозерновой пшеничной муки, из крошек, что остались после приготовления медовика, или же сейчас вместе со мной приготовить овсяное печенье. Для приготовления овсяного печенья в миску высыпаем просеянную через сито овсяную муку, цельнозерновую пшеничную и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности. Затем добавляем яйцо, сироп топинамбура, он придаст основе немного сладости и карамельные нотки во вкусе. Затем добавим немного охлажденного кокосового масла, фруктовое пюре, перемешиваем лопаткой, затем замешиваем тесто. Оно получилось вот такое эластичное, текстура не липнет к рукам. Если у вас не так, по необходимости добавьте еще немного жидких или же сухих компонентов. Формирую тесто в комок и раскатываю его вот в такую лепешку толщиной около 5 мм. Можете не заморачиваться на ровности, мы все равно будем потом перемалывать печенье в крошку. Выкладываю корж на противень и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку до готовности, в среднем это около 15-20 минут. У меня прошло 16 минут. Достаю корж из духовки и даю ему время остыть. Когда корж остыл, ломаю его на произвольные кусочки. Высыпаю в блендер и импульсами перемалываю до вот такого состояния крошки. Теперь нам нужно, чтобы эта крошка хорошо лепилась и держала форму. Для этого буду использовать немного растопленного кокосового масла и затем добиваться нужной текстуры постепенным добавлением молока. Вы можете использовать что-то одно, масло или молоко. Добавляйте связывающие ингредиенты до тех пор, пока не получите примерно вот такую пластичную массу. В процессе обязательно попробуйте крошки и при необходимости добавьте еще сладости. Теперь беру кольцо для выпекания диаметром 18 см. Можете взять формы немного других диаметров, например 16, 20 или 22 см. Оборачиваю форму двойной фольгой и ставлю ее на противень. Смазываю дно и бока формы кокосовым маслом. Из липких крошек начинаю формировать основу. Тщательно все утрамбовываю, плотно прижимаю по краям. Получается примерно вот так. Чем ровнее утрамбуем, тем ровнее в итоге получится наша основа. Отправляем все это в холодильник минут на 15, чтобы корж немного подмерз и в дальнейшем при выпекании не начал высыхать. Тем временем займемся приготовлением творожного слоя. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. К рикотте добавляю мягкий творог. Если вам нужен самый низкокалорийный вариант, меняйте пропорции и берите побольше мягкого творога или греческого йогурта. Но помните, чем жирнее используемые продукты, тем вкуснее и нежнее в итоге получится чизкейк. Творога можно взять и меньше, но в таком случае высота чизкейка получится пониже. Из количества ингредиентов, указанных в рецепте, на форму диаметром 18 см, высота чизкейка вышла около 5 см. Из них основа из печенья около 1,3 см. Добавляю подсластитель по вкусу. Чтобы точно узнать, сколько подсластителя добавить, просто пробуйте крем в процессе. Но пробовать сырые яйца может быть опасно, поэтому добавляйте яйца в конце, уже после подсластителя. Немного пробью блендером. Вливаю яйца. Пробиваем получившуюся массу до однородности. Можно погружным блендером или обычным венчиком. Высыпаю кукурузный крахмал с ванилином. Хорошо взбиваем получившуюся массу до вот такой кремообразной структуры. Старайтесь не перевзбить массу. Теперь достаем основу из холодильника и выливаем на нее всю творожную массу.
Немного потрясем противень с чизкейком для более однородного распределения крема. Для того, чтобы чизкейк не трескался и не сдувался во время выпечки, сделаем ему водяную баню. Для этого нальем на противень около 1-2 см горячей воды. Используем именно горячую воду для того, чтобы процесс приготовления начинался сразу, а не тогда, когда вода нагреется. И отправим выпекаться в разогретую до 140 градусов Цельсия духовку. Время выпечки около часа 40, в зависимости от возможности вашей духовки. Следите, чтобы в процессе выпечки вода не испарилась, и при необходимости доливайте еще. Для проверки готовности нужно немного потрясти противень и проверить, чтобы колыхалась только серединка диаметром около 2-5 см. В таком случае чизкейк можно вынимать. При остывании колыхающаяся серединка полностью застынет. Главное не пересушить чизкейк. Чизкейк готов, достаю его из духовки. Даю полностью остыть. Чизкейк остыл. Аккуратно проходимся ножом по его краям. Извлекаем из формы. Переносим на тарелку и при желании украшаем в свободном стиле. Давайте посмотрим на торт в разрезе. Вот такая сырно-творожная нежность на вкусном печенье с нотками карамели. Обязательно попробуйте приготовить чизкейк по этому рецепту. Думаю, всем любителям творожных десертов он придется по вкусу. Если вам понравился этот рецепт, буду рада обратной связи в виде ваших комментариев, лайков и подписок. Всем приятного чаепития, здоровья и красоты. До новых вкусных рецептов!